Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый и необычный шнур, в каждом сегментике которого у нас выполнены навязочки. Такой шнур вы можете использовать для создания украшения на шею, для создания поясочка или просто для декора вязаного изделия. При этом шнур вы можете располагать как таким образом, так и вот таким. Для работы нам потребуется пряжа, крючок и бусины двух размеров. Начинаем выполнение нашего шнура с одной воздушной петелечки. Выполнили. Далее вяжем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее выполняем 2 накида на крючок, вводим крючок в самую первую воздушную петелечку и выполняем незавершенный столбик с 2 накидами. Далее выполняем накид на крючок и одеваем на крючок большую бусинку. Вводим крючок в воздушную петелечку, захватываем рабочую нить и протягиваем через нашу бусинку. И провязываем столбик с одним накидом, незавершенный. Мы выполнили столбик с одним накидом, с бусинкой незавершенный. Далее 2 накида на крючок и в эту же воздушную давайте ее немножечко растянем вот таким образом. Мы вводим крючок в нее и выполняем столбик с 2 накидами незавершенной. И не будем ее пока подтягивать, а выполним в нее столбик с 4 накидами незавершенной. 1, 2, 3, 4. И теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. Теперь мы с вами можем подтянуть нашу петелечку. Выполнили. Это у нас с вами будет основа для нашего сегментика. И теперь мы будем выполнять разновысокие столбики. Очень внимательно. Для этого я сначала покажу направление вязания. Начинаем в эту сторону и по спиральке двигаемся, а затем в противоположном направлении. Очень внимательно разворачиваем работу на изнаночную сторону. Давайте вот таким образом развернем. И выполняем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Далее арочка из 2 воздушных. 1, 2. И будем под наши воздушные петелечки выполнять сначала 2 столбика с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок и выполняем первый столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петелечки вместе. Далее арочка из 2 воздушных
И еще один столбик с 5 накидами. 3, 4, 5 под эту же арочку. Раз, два, три, 4, 5 и 2 вместе. 2 воздушные. Теперь будем выполнять 2 столбика с 4 накидами. Раз, два, три, 4 под эту же арочку. Раз, два, три, 4. Первый столбик, арочка из 2 воздушных и еще один столбик с 4 накидами. Раз, два, три, 4, 2 вместе. Далее выполняем под эту же арочку 2 столбика с 3 накидами. 2 воздушные и 2 столбика с 3 накидами. Раз, два, три, 2 вместе. 2 воздушные. Раз, два, три, 2 вместе. Выполнили. Далее мы будем выполнять под эту же арочку еще 2 столбика, только с 2 накидами. Раз, два. Выполняем первый столбик с 2 накидами. Раз, 2 воздушные и еще один столбик с 2 накидами. И теперь переходим на противоположную сторону. Будем выполнять 6 столбиков с 2 накидами. И между ними 2 воздушные. 2 воздушные. И выполняем первый столбик с 2 накидами. Далее 2 воздушные, второй столбик, 2 воздушные, третий столбик, 2 воздушные, четвертый столбик, 2 воздушные, пятый столбик, 2 воздушные, шестой столбик с 2 накидами. И прежде чем продолжить работу, посмотрим. Мы находимся с вами на изнаночной стороне. Далее выполняем 2 воздушные. Напоминаю, работаем мы по спирали, поэтому переходим на этот столбик и будем выполнять 7 столбиков с 1 накидом. Выполняем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем работу и переходим на противоположную сторону. Выполняем 2 полустолбика. Первый полустолбик хорошо подтягиваем, чтобы он был аккуратненький. Далее второй полустолбик. И 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Далее мы с вами будем выполнять работу в противоположном направлении. Но прежде посмотрим, что у нас получилось. Вот такая основа для наших навязочек готова. Так смотрится лицевая сторона. И так изнаночка.
Продолжаем нашу работу. Выполняем с вами одну воздушную, разворачиваем, вытягиваем нашу рабочую петелечку. И теперь нам понадобятся наши маленькие или мелкие бусинки. Видно, они немножечко меньше у нас. Вводим крючок в петелечку и выполняем воздушную петлю с нашей бусинкой. Немножечко подтягиваем. Пропускаем вершинку самого первого столбика, вершинку следующего вводим крючок и выполняем столбик без накида. И таким образом мы с вами будем ввязывать наши маленькие бусинки, формируя наш центр нашего сегментика. Воздушная, пропускаем одну вершинку в следующую, столбик без накида. Вот такой центр с бусинок будет интересный и красивый. Протягиваем, воздушную, одну вершинку пропускаем, в следующую вводим крючок и выполняем столбик без накида. И вытягиваем. Видим, бусинка хоть и маленькая, но дырочка достаточно крупная, и крючок свободно проходит в нашу бусинку. Воздушная, одну вершинку пропускаем, следующую вводим крючок, столбик без накида. Продолжаем. Не спешите, аккуратненько, внимательно, воздушно. Одну вершинку пропускаем, столбик без накида. Опять. Воздушная, одну вершинку пропускаем, следующую вводим крючок, столбик без накида. И опять. Воздушная петелечка с бусинкой, одну вершинку пропускаем, следующую вводим крючок, столбик без накида. И обратите внимание, мы с вами работаем по лицевой стороне. И теперь еще одну бусинку одеваем на крючок, выполняем воздушную и очень внимательно. Теперь мы с вами вводим крючок в вершинку нашего столбика и выполняем столбик без накида. И теперь будем выполнять навязочки из столбиков без накида. У нас с вами столбик с двумя накидами, и мы над ним выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Работу разворачиваем, выполняем одну воздушную. В вершинку самого первого столбика вводим крючок и выполняем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Далее вытягиваем нашу рабочую петелечку, одеваем на крючок бусинку и, как и ранее, выполняем воздушную петелечку с бусинкой. Разворачиваем работу, вводим крючок в вершинку следующего столбика, выполняем столбик без накида. Вот давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая навязочка у нас получилась. И уже готов центр нашего сегментика.
Мы с вами выполним сейчас еще точно такую же навязочку. Над столбиком выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбики равномерно распределяем над нашим столбиком. Разворачиваем работу воздушно и назад возвращаемся. 1, 2, 3, 4, 5. Одеваем бусинку. Воздушная. Разворачиваем работу. Вводим крючок в вершинку нашего столбика. Выполняем столбик без накида. Теперь давайте еще раз посмотрим. Вот такие красивые навязочки мы с вами выполнили. Всего таких навязочек должно быть 8. 2 мы с вами выполнили. Нам осталось выполнить еще 6 навязочек из 5 столбиков, которые вы выполните самостоятельно. Мы выполнили 8 навязочек. Обращаю ваше внимание, мы работаем по лицевой стороне. И далее у нас идут 2 столбика с 3 накидами, над которыми мы будем выполнять навязки из 7 столбиков. Давайте посмотрим. Вводим крючок под столбик и вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Работу разворачиваем. Выполняем одну воздушную. Вводим крючок в вершинку нашего столбика. И выполняем опять 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Нам необходимо ввязать бусинку. Воздушной. В вершинку следующего столбика столбик без накида. И у нас далее с вами опять же столбик с 3 накидами. Значит, мы выполняем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Работу разворачиваем. 1 воздушная и в обратном направлении. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одеваем бусинку на крючок. Выполняем воздушную петелечку с бусинкой. Далее вводим крючок в вершинку следующего столбика. Выполняем столбик без накида. И далее у нас с вами идут 2 столбика с 4 накидами. Над ними мы будем выполнять навязку из 9 столбиков. Вводим крючок под столбик и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
работу разворачиваем, 1 воздушная, и вершинку самого первого столбика вводим крючок, 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И опять ввязываем бусинку. Воздушная петелечка с бусинкой и вершинку столбик без накида. И еще раз 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Разворачиваем работу, воздушная, и опять 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И ввязываем бусинку. Одеваем на крючок, воздушная, и вершинку следующего столбика вводим крючок, выполняем столбик без накида. И напоминаю, у нас с вами 2 столбика с 5 накидами, и мы будем над ними выполнять по 11 столбиков без накида. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И хочу напомнить, столбики мы распределяем равномерно над столбиком. Работу разворачиваем, воздушная, в обратном направлении. Опять же, с самой первой вершинки 11 столбиков без накида. 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и бусинка. Воздушная, разворачиваем работу, вершинку столбика вводим крючок, и опять же 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Работу разворачиваем. Воздушная и 11 столбиков в обратном направлении. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И прежде чем продолжить работу, давайте остановимся и посмотрим, что у нас с вами получается. Такой красивый
объемный сегмент шнура. Навязки все по лицевой стороне. Такая у нас изнаночка. И так выглядит наш сегмент по лицевой стороне. И нам с вами нужно ввязать бусинку. Как обычно, мы одеваем на крючок, выполняем воздушную. И теперь очень внимательно мы отсчитываем одну, вторую воздушную, в третью вводим крючок и выполняем столбик без накида. Далее над воздушными мы выполняем 13 столбиков без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Работу разворачиваем, выполняем одну воздушную и с самого первого столбика вяжем 13 столбиков в обратном направлении. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Выполнили. И теперь мы остановимся, посмотрим, что у нас с вами получилось. Напоминаю, это изнаночка. И разворачиваем. Вот такой сегмент у нас с вами получился. Красивый, не бойтесь его немножко поправить. Вот таким образом. И теперь очень важно посмотреть, как перейти от одного сегментика к другому. Для этого мы вводим крючок в столбик без накида, который провязывали в воздушную, и выполняем еще один столбик без накида. Далее работу разворачиваем, выполняем одну воздушную петелечку и в наш столбик провязываем его вершинку 1 полустолбик, далее 1 столбик с одним накидом и 1 столбик с 2 накидами. И теперь можем приступить к выполнению следующего сегментика. Давайте посмотрим, как мы будем это делать. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 2 накидами незавершенный. Я ввожу крючок в вершинку столбика с 2 накидами, но при этом захватываю 2 нити. Вот таким образом. Далее накид на крючок. Одеваю на крючок большую бусинку для серединочки. И ввожу крючок в эту же вершинку. Выполняю столбик с 1 накидом. Давайте повторим, немножечко ниточка расслоилась.
Захватываем, провязываем. Я выполнила столбик с одним накидом с бусинкой незавершенный. 2 накида, и в эту же вершинку столбик с 2 накидами выполняю незавершенный. Выполнила. И теперь осталось выполнить столбик с 4 накидами незавершенный. 1, 2, 3, 4. Все петелечки на крючке провязываю вместе. И вот наша основа для следующего сегмента готова. Наш шнур. Давайте еще раз посмотрим. Вот хорошо виден переход между сегментиками. Вот такой шнур у нас с вами будет получаться. Напоминаю, длину шнура вы регулируете самостоятельно. Не бойтесь экспериментировать. Можете из 2 сегментов, допустим, выполнить вот такую красивую брошечку. Можете из 3 сегментиков выполнить брошечку. Или просто выполнить красивый интересный декор. Ну и напоминаю, также можно сделать поясок, украшения на шею, браслет и так далее. Творческих вам успехов!